Религия — это музыка, которой я служу. И обобщенно я считаю, что искусство несет в себе столько силы, что способно творить чудеса и способно делать людей другими, заставлять людей, нет, не заставлять, а позволять людям стремиться к любви, к счастью, к лучшему. Я в этом уверен. Уже давно никого не удивляет тот факт, что музыканты бывшего Союза делают успешную карьеру на Западе и приравниваются к мировым звездам первой величины. И все же популярность, которую имеет на всем земном пространстве российский певец Дмитрий Хворостовский, поистине феноменальна. Публика обожает его и боготворит, а критики называют золотым баритоном России. За сильный обворожительный голос, прекрасный бархатный тембр, за благородство манер, элегантность и страстность, за интонационную и артистическую точность и чистоту. Он действительно уникален и харизматичен. 20 лет назад Дмитрий Хворостовский победил на престижнейшем конкурсе «Певец мира» в Великобритании и с успехом дебютировал в опере во французском городе Ницца. С тех пор он один из величайших голосов столетия. Родился он 16 октября 1962 года в далекой Сибири, в Красноярске, в семье страстных почитателей музыки. Окончил Институт искусств и 5 лет был солистом Красноярского театра, оперы и балета. На всю жизнь запомнил уроки своего главного педагога Екатерины Йофель, научившей его слышать самого себя. Бесконечно благодарен за поддержку и выдающейся оперной певице Ирине Архиповой. С 90-го года у него регулярные ангажементы в самых знаменитых оперных театрах мира. Риголетто, Онегин, Жермон, Елецкий. Более 40 спетых и прожитых судеб. Его бабушка Маруся родилась под Гомелем. До конца жизни говорила с белорусским акцентом и знала много наших сказок и поговорок. Так что у сибиряка Хворостовского имеются и белорусские корни. Ну, я воспитывался, и не только родителями, я воспитывался бабушкой, и одной бабушкой, и другой бабушкой, но в меньшей степени. Как я в основном с бабушкой, с одной, вот с маминой мамой я жил постоянно. Родители меня иногда забирали на субботу и воскресенье, виделись мы иногда каждый день, иногда не каждый день, то что у моих родителей практически до 30 с лишним лет даже не было места для жизни. Вот. У нас совершенно другие обстоятельства, и поэтому отношения с моими детьми несколько другие. Детей я обожаю, и я, скорее всего, по своему отношению к моим детям я дедушка, а не отец. Вот, потому что, во-первых, среди старшего поколения и младшего поколения больше совместимости, больше любви, больше прощения, что ли, какого-то, больше ласки и доброго отношения. Потому что родители очень часто бывают слишком строги к своим детям. Я таковым не являюсь. Я их балую, я радуюсь их успехам. Я такой же ребенок, когда я бываю с ними, и поэтому мы балуемся и бесимся, как дети. Вот. Я не делаю тех, ошибок, что ли, или тех действий, которые совершались моими родителями по отношению ко мне. Интересно, что любить себя, быть довольным собой,
самолюбование. Это мне было чуждо с самого детства, потому что это было воспитано моими родителями. С моими детьми я культивирую хорошее отношение к себе. Не любование собой, но хорошее честолюбие. Мне кажется, что ребенок должен поощряться своими родителями, должен получать положительные оценки. Это очень-очень важно. С другой стороны, то, что воспитывали во мне родители, я считаю, что была доля хорошего зерна, потому что они воспитали во мне бойца, который умеет преодолевать, и который, в общем, стремится раздвигать границы. Я считаю, что это именно благодаря моему воспитанию моих родителей я стал таким. Доказать, преодолеть, пока доказать, что вы не правы, что я прав. Если мне говорили белое, я говорил черное. Вот такой вот я был всегда. Наконец, последнее. Он народный артист России и лауреат Государственной премии РСФСР. Живет в Лондоне вместе с женой Флоранс, певицей и актрисой, и 2 детьми. То, чем стала для меня жена, не смогли сделать очень много женщин. И вряд ли смогут. Вот. И это очень-очень самое главное. Вот. Поэтому она меня сделала по-настоящему счастливым. Понятие счастья очень растяжимо, но тем не менее я стал другим, я стал лучше. Именно благодаря ей. Если бы не она, я бы перед вами вряд ли сидел. Начиналась моя карьера, когда незабвенная Ирина Константиновна Архипова, приходя после концерта ко мне там, в гримерку, она говорит: ну хорошо, я знаю, а ты почему знаешь? Это никто не мог ей сказать, я тем более. Ну вот какая-то есть эмоциональная память, что ли, которую даже молодой человек способен применять в прочтении того или иного произведения. Голос, ну, в общем, само наличие голоса, так, ну, в общем, эмиссии голоса, звукового эффекта, который человек производит, это одна вещь, которая, естественно, дается тебе природой. Все остальное — это дело собственно, музыканта и человека, который этот голос имеет и которым он пользуется. Голос — это только инструмент, который передает то, что у тебя на сердце, на душе и в голове. И, в общем, все остальное — это то, что я имею, то, что я приобрел, и то, что я чувствую.
чрезвычайно счастлив тем, что на протяжении моей творческой жизни я встречался и работал с удивительными людьми, с которых стоит и следует брать пример. Это все, ну вот, на данный момент существующие великие дирижеры мира, с которыми я по мере своей работы, в общем, состоял в некоторых отношениях, и с которых я брал примеры, у которых я учился. Это, конечно, Клаудио Бадо, это Рикардо Мути, это Джимми Левайн, наверное, Валерий Гергиев. Я считаю, что являюсь его современником, по-настоящему современником удивительного, гигантского таланта, несравнимого на данный момент, ну, пожалуй, что ни с кем из великих музыкантов, из дирижеров разных поколений. Это такая глыба, которая огромную еще миссию несет в себе, огромную просветительскую миссию, огромную работу, которую он выполняет помимо своей непосредственной музыкантской работы. Удивительный человек, который, ну, некий супермен, что ли, для меня. Это Евгений Колобов, которого я знал, с которым я дружил, которого среди нас, к сожалению, больше нет. Человек бескомпромиссный, в некотором роде полная противоположность, что ли, Валерию Бессаловичу. Человек, который, ну, в общем, в самом начале моей карьеры я с ним был связан, который, в общем, в отличие от меня, он не согласился работать не в России. Для него это было очень важно, быть патриотом и делать свое дело вот в России, в нашей стране. Это был замечательный пример какого-то истого, преданного служения Родине и музыке. Вы знаете, в каждом человеке существует и ангел, и злодей, и демон, как и во мне. И мне одинаково интересно осуществлять там каких-то определенных оперных, штампованных голубых героев, ну, то есть голубых кровей. И, ну, по-моему, гораздо более интересно делать злодеев. Так как, в принципе, баритон, как оперный герой, в большинстве случаев дается, ну, отрицательным, что ли, персонажем. Вот. Я в какой-то определенной степени я наслаждаюсь этим. Мне интересно. Мне интересно экспериментировать. Может быть, потому что это достаточно, ну, что ли, неизведанное поле моего собственного характера, который я с увлечением изучаю на сцене. Сцена, понимаете, она мирит и женит очень много. На сцене много что происходит. Это совершенно, ну, как бы иной, что ли, мир. Многие мои партнеры, с которыми я, в принципе, ну, нахожусь, ну, в хороших, теплых отношениях, на сцене меня не радует. И мне с ними не то, что некомфортно, но мне холодно с ними. Мне не хочется сделаться лучше, мне не хочется подпрыгнуть и взлететь. Какими бы эти люди прекрасными, чудными, веселыми, интересными не были в жизни. Но есть совершенно другие, противоположные примеры, где, в общем, человек не радующий, не настолько контактирующий со мной на сцене меня делает лучше. И благодаря общению на сцене мне хочется, я стремлюсь ну, вот к чему-то лучшему. Ну, такие вот, например, это Рене Флеминг. Человек неординарный, человек непростой в жизни. Несмотря на нашу большую дружбу, между нами всегда стоит преграда, которую, в общем, и я, и она невольно строим друг перед другом. Но на сцене происходит какое-то удивительное
сочетание, что ли, вот родство. И любое мановение моего чувства какого-то, моей эмоции улавливается ей сразу же, и она реагирует. Счастье было так близко, Но с другой стороны, вот человек, которого я очень хорошо знаю и люблю, с которым дружу, Аня Нетребко, которую я очень, очень люблю, и всегда к ней очень хорошо, с большим интересом относился, и, в общем, практически, на моих глазах она выросла в то, что она вот сейчас на данный момент представляет. Мне кажется, что она одна из немногих, что ли, настоящих оперных звезд на данный момент, которая продолжает удивлять, продолжает радовать всех нас. И я, в общем, по-настоящему счастлив за то, что у нее такая прекрасная судьба творческая. Я делаю то, что мне интересно. И вот этим я и живу. И, собственно говоря, никому, ничем я, честно говоря, и не обязан, что я должен быть только за генеральной линией или... В общем, сегодня мне интересно одно, завтра другое. Поэтому я обратился вот к такому проекту с Игорем Крутым, который благополучно, в общем, у нас свершился. Мне кажется, что это принес потрясающие результаты и для Игоря Яковлевича, и, в общем, я в буквальном смысле счастлив нашим результатом. И за то время нашей работы, вот этой плотной, я порой забывал об опере, и выходя, допустим, со сцены, я напевал одну из мелодий Крутого. Такое вообще со мной никогда не происходило. И Игорь, будучи приглашенным на один из спектаклей, он меня с шоком просто увидел, выходящего со сцены, там только что там злодейски убитого или злодейски убиваемого. Я выходил и напевал одну из его мелодий. Он просто был поражен. Как так можно? Вообще, как такое может происходить? Может. Военные песни, которые, в принципе, явились первым, что ли, обращением для меня к такому не классическому, не оперному и классическому репертуару, принесли, огромную, что ли, для меня и важность, что ли, всего вот этого, то, что я сделал. И популярность, конечно. Важность в том смысле, что к этому репертуару, обратясь, я открыл для себя удивительную страницу нашей истории. И благодаря репертуару этому же, благодаря чему я открыл очень многого для себя и для многих людей вокруг света, так как я эту музыку исполнял везде. Эти песни, которые из репертуара военных песен, которые я в своих концертах я исполнял, они способны заставлять людей сопереживать и плакать, которые не понимают ни одного слова по-русски. Это, видимо, потому что в этих
песнях, в этой музыке существует какой-то определенный код, что ли, боли. Я об этом говорю очень часто. Но, наверное, это правда. Вот. Я, конечно, очень благодарен и судьбе, и прежде всего, конечно, Константину Арбеляну, который меня убедил записать эту музыку. И, в принципе, эту музыку, этот альбом я записал еще и посвятил своей бабушке, благодаря которой я узнал эти все песни. Потому что эти песни я пел в детстве и знал, и слышал. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу Конечно, моя жизнь, мое общение, моя работа изменили меня. Поэтому, очень часто, не очень часто, что там говорить, но вот приезжая в свои родные пенаты, в Красноярск, почему-то люди считают, что, вот Димка из Красноярска приехал. Те люди, которые меня еще знали таким, помнили таким. Нет, я совсем не тот Димка из Красноярска. К счастью или к сожалению, я не знаю. Все-таки вот так вот жизнь меняет людей. Наверное, я не знаю, кто я есть. Я как бы свой среди чужих, и наоборот. Вот, такая уж у меня судьба. Я чувствую везде себя достаточно комфортно, и с другой стороны, я везде чужой. Такая вот, к сожалению, есть такая, в общем, обратная сторона, что ли, моей жизни, моей творческой жизни. Что там грешить? Многое, что я не сделал, но тем не менее иметь такой удивительный успех на протяжении стольких лет и иметь возможность расти и совершенствоваться, я просто счастлив. Вы знаете, все, что не сделалось в силу ряда каких-то причин. Видимо, и правильно не сделалось то, что хотелось. То, что произошло в моей жизни плохого, негативного, сделало меня лучше, сильнее. И благодаря вот этим ситуациям со мной происходили какие-то положительные вещи, встречи, повороты судьбы. То есть без негативного, без плохого не происходило бы хорошего. Так что я очень доволен. Вот если можно было бы сейчас поставить точку на вот моей жизни, в моей карьере, я считаю, что у меня нет причин быть недовольным или не гордиться своей судьбой. В свои без малого 50 Дмитрий Хворостовский живет в таком же бешеном темпе, как и прежде. Ни хода не сбавляет, ни формы не теряет. Никогда еще артист не чувствовал себя столь комфортно, вокально и технически в большем состоянии гармонии и уверенности в себе, чем сейчас. От оперы он, конечно же, не устал, ибо не все вершины покорил. Однако ему постоянно хочется чего-то нового, неизведанного, хочется подъема и погружения в бездну. Возможно, по этой причине певец увлекся скайдайвингом и впервые в жизни совершил прыжок с парашюта. Вот вам и еще одно подтверждение его слов. Чтобы петь, я должен летать. Едет к ней, едет к Любушке своей. Едет к ней, едет к Любушке своей. Для меня жизнь — это постоянное движение вперед, это неуспокоенность собой, это болезненное недовольство собой. Я не умею отдыхать, я не умею быть
релаксироваться и быть на какое-то мгновение, быть счастливым. Это, видимо, ну, в общем, я надеюсь, что это в будущем дело приобретенное, что я смогу этому научиться, если захочу. Я хочу этому научиться, скорее всего, и постараюсь это сделать.